Дорогие друзья, рад приветствовать вас на канале Food Court. И сегодня у меня для вас очередной колбасный рецепт. Сервелат. Сырокопченый. Мелкозернистый. Прекрасная колбаска. Настоящий деликатес вы можете приготовить дома своими руками. Если вы смотрите это видео без подписки, обязательно подпишитесь на канал. А я поделюсь с вами прекрасным рецептом сервелата. Вот такой прекрасный сервелатик мы сейчас с вами начнем готовить. Итак, давайте начнем. В этом рецепте я буду использовать два вида мяса. Свинина и говядина в равных пропорциях 50 на 50. Это свинина. Свиная лопатка, нежирная. Здесь у меня 2 килограмма мяса. Нарезаю свинину под мясорубку. Теперь пришла очередь говядины. Говядина нежирная, первого сорта, она желованная, я ее зачистил. Здесь также ровно 2 килограмма. Сейчас я также нарежу это мясо небольшими кубиками под мясорубку. Следующий этап для приготовления сыровяленого сервелата мелкозернистого – это предварительный посол мяса. Мясо я порезал размером под мясорубку, и сейчас я буду вносить посолочную смесь. В качестве посолочной смеси я буду использовать только нитритную соль с содержанием нитрита натрия 0,6%. Из расчета 28 грамм нитритной соли на 1 килограмм мяса. Плюс я использую 2 грамма сахара на 1 килограмм мяса. Равномерно вношу посолочную смесь и аккуратно перемешиваю мясо таким образом, чтобы соль максимально равномерно распределилась между кусочками мяса. Точно таким же образом я произвожу посол говядины. Вношу посолочную смесь, 28 грамм нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6% на 1 килограмм мяса и 2 грамма сахара. После внесения посолочной смеси я упаковываю мясо в вакуумные пакеты, вакуумирую и убираю в холодильник ровно на 7 суток при температуре 2-4 градуса. Итак, друзья, прошло 7 суток, ровно неделя, и я продолжаю готовить сервелат мелкозернистый, сыровяленый. После предварительного посола я пару часов подморозил мясо, свинину и говядину в морозильной камере примерно до 0 градусов. Я всегда подмораживаю мясо, прежде чем перемалывать его на мясорубке. Таким образом мясо хорошо режется, а не давится, и структура колбасы получается просто идеальная.
Теперь я буду перекручивать подмороженную свинину на мясорубке с решеткой 5 мм. Поскольку для мелкозернистого сервелата я буду перекручивать мясо дважды, то первый раз я его перекручиваю на более крупной решетке. Перекрутив свинину, я достал из морозильной камеры говядину и точно таким же образом буду ее перекручивать на мясорубке. Говядина пробыла в морозильной камере чуть-чуть подольше, наверное, минут на 30. Ну, также она подмерзла, в принципе, нормально, до 0 градусов. И очень хорошо она перекрутится на мясорубке. Слегка подмороженную говядину я также перекручиваю на мясорубке с решеткой диаметром отверстия 5 мм. Перекрутив мясо свинины и говядины первый раз, теперь пришла очередь подготовить один из самых главных ингредиентов для сервелата мелкозернистого. Это свиное сало, шпик. Сало я взял из расчета 200 грамм на 1 килограмм мяса. Шпик – это хребтовое сало тугоплавкое. Нарежу я это сало небольшими сначала пластиками, потом полосками, а потом на мелкий кубик. После этого я сало подморожу и смешаю свинину, говядину и сало вместе. Нарезав сало, я смешал это все со свининой и с говядиной, внес специи. Перечень специй я укажу в описании к этому видео. Упаковав фаршемассу в зип-пакеты, я отправляю ее в морозильную камеру на пару часов подморозиться. И вот прошло, наверное, часа полтора, фарш подморозился, для того, чтобы его было удобнее перекручивать на второй раз. Режу я вот эти пластины на такие полоски. Температура фарша где-то, наверное, около 0 градусов. Таким образом, мне удобнее будет пропускать фарш через мясорубку второй раз. На второй раз я перекручиваю фарш на мясорубке с решеткой диаметром отверстия 3 мм. Именно вот такая последовательность позволяет мне получить вот эту мелкозернистость. Сало в фарше подморожено, поэтому получается вот то самое мелкое зерно. При составлении этого фарша я использовал только нитритную соль, набор специй. Стартовые культуры я не использую. После второго перекручивания я вымешиваю фарш, набиваю колбасный шприц и начинаю формировать колбасные батончики. Для этого сервелата я использую оболочку iCell диаметром 45 мм. Это специальная оболочка для сыровяленых колбас. Она газопроницаемая. Я буду проводить санитарное копчение. И эта колбаска будет терять вес у меня в холодильнике при температуре 6-8 градусов. Полимерная оболочка iCell, она очень прочная. Батоны я набиваю очень туго, плотно. При вымешивании фарша я не добавлял воды. Перевязкой уплотняю батоны. Длина одного батона получается где-то 45 сантиметров. Вот таким образом я сформировал колбасные батоны. И теперь они отправятся в холодильник на усадку.
Через трое суток я проведу санитарное копчение на холодном дыму при температуре 26 градусов, пассивным дымогенератором примерно 5-6 часов. Процесс вяления будет проходить в обычном бытовом холодильнике, поэтому санитарное копчение позволит мне избежать образования ненужной плесени. Ну что, друзья, вот можно посмотреть на первый результат. Прошло ровно 41 день. Колбаса потеряла в весе 38%. Вялилась она в холодильнике при температуре 6-8 градусов. Холодильник обычный, бытовой. Влажность там в пределах 68-75%. Примерно через 6 недель, когда колбаса потеряла где-то 30% от своего веса, я провел второе копчение. Коптил на холодном дыму при температуре 26 градусов 6 часов. И вот такой промежуточный результат я получил. Значит, чувствуется, что здесь есть закал. Поэтому я резать ее сейчас не буду. Упакую каждую палочку колбасы в вакуум и отправлю в холодильник на созревание еще на 14 дней. За это время влага перераспределится, колбаса созреет полностью, закал уйдет, и мы получим прекрасный готовый продукт. Ну что, дорогие друзья, прошло еще 2 недели. Наша колбаска готова. Сейчас я ее разрежу. Наступает самый такой приятный, ответственный момент. И, конечно же, я ее попробую. Да, друзья, после созревания, конечно, это совсем другой результат. Колбаса имеет шикарный вид, запах, плотная консистенция. 2 копчения холодных имеет смысл. Аромат невероятный. Вот такой у нас разрез. Красота неописуемая. Настоящий сырокопченый мелкозернистый сервелат. Своими руками на своей кухне вы можете приготовить дома. Прекрасная эластичная консистенция, колбаска упругая, легкий приятный запах копчения, аромат специй. На вкус она просто божественная. Дорогие друзья, если у вас остались вопросы, вы можете задать их мне в комментарии. Рад буду ответить. Если вам понравился этот рецепт, это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, оставайтесь на фудкорте. Будет много вкусного и интересного.